Приветствую вас, друзья! Занимаюсь изготовлением дополнительного маслоотделителя на двигатель F9Q, F9K на автомобиле Renault Laguna у меня. Ну, данный двигатель, конечно же, устанавливается и на другие автомобили. Так вот, читал в интернете, что даже в двигателях с небольшим пробегом маслоотделитель штатный не справляется. Ну, а у меня уже, да, 300 тысяч на одометре. Если его не скручивали, конечно же. Соответственно, двигатель немножко картерными газами бросается, да, и это все обсирает у меня на выпускном тракте и турбину, и все. Из-под ЕГР течет. Соответственно, попробуем сделать дополнительный маслоотделитель. Это я не придумывал сам. Я, по-моему, где-то видел и решил повторить. Точно не помню, как у людей, но решил сделать свою версию, так сказать. Купил стандартную муфту 110, высота даже не знаю, ну, сантиметров, наверное, 15 у нее. Две заглушки, одна заглушка у нас, и вот уже набивку, да, купил вот эти ежики или ёршики, 12 штучек. Одна заглушка у нас, здесь у нас крышечка от бутылки вклеена через напечатанную на 3D принтере втулочку, чтобы была площадь больше. Соответственно, вы можете, конечно же, другими способами какими-нибудь обойтись без 3D принтера. Я решил упростить себе жизнь, потому что есть принтер, почему бы и нет. А эта крышка у нас засверлена два отверстия на, по-моему, 20 миллиметров. Трубка металлопластик на 16. Тоже распечатаны вот такие вот втулочки для большей площади по высоте и по ширине, чтобы был больше бортик и, соответственно, площадь прилегания. Что здесь, что к трубе было больше. Вот эта трубка у нас срезана наискось, для того, чтобы, если будет заходить внутрь, чтобы полностью не заглушить ее. То есть даже если трубка впрется в эту крышку, то мы ее не перекроем. Соответственно, душиться картерными газами двигатель не будет. Сальники не повыдавливает. Сейчас собираю, устанавливаю вот эту в муфту. Далее набиваем вот этими ежиками, да, ежиками, не знаю, кто как хочет, так и называет. Вот. Таким вот образом. Сюда один можно одеть, даже вот так вот. Сюда. И вот так вот. И закрываем пробочкой. Я выставил как мне нужно и собрал. Вот отверстие здесь просверлено, если я не говорил. И далее закручиваем вот такой вот бутылечек от лекарства или еще от чего-нибудь. Ну, чтобы был небольшой. В общем, друзья, наездил я с этим сепаратором уже около 2000 километров, а может и больше. Собрал я немного масла. Вот на просвет, смотрите, сейчас постараюсь найти. Вот эта грань, видите? Вот это все собранное масло за 2000 километров. И есть у меня подозрение, что я вовнутрь установил мало вот этих посудомоечных драек, и там есть пустоты, через которые газы просто проходят и уходят без осаждения масла. То есть сейчас разберем, и я покажу свои догадки. Сепаратор, видимо, немножко был наклонен вот так относительно отверстия. И здесь собралось, не сбегало в бутылочку. Но если перевернуть, то должно сбежать. Вот за что я говорил. Видите, между вот этих драек есть пустоты. То есть, ну, забито, можно сказать, неоднородно. Нужно как-то их порастягивать, чтобы все это было забито без вот этих таких туннелей. Вот видите, эту поднимешь, там есть туннель дальше, там есть. И вот этими туннелями, скорее всего, большинство газов проходили без осаждения на паров масла на вот этом металле. Поэтому нужно все это красивенько разложить по всему периметру, чтобы не было вот этих таких туннелей. Ну, соответственно, я уже подкупил. Это сейчас я выпотрошу и все красивенько снова перепакую, чтобы все было плотно. Как видите, мне даже хватило и предыдущих драек, да, не пришлось новых устанавливать. Ну, давайте еще установим на низ. Вот, но получилось, видите, очень плотная такая компоновка получилась.
Как раз каждая губка по диаметру растягивалась и садилось очень все хорошо. Сейчас получилось, что только одна новая влезла. Сейчас все закрываю, и я думаю, что таким образом оно будет лучше отделять. Ну, эксплуатация покажет. Главное не задрать резинку. Вот. Пришла очередь снимать маслоотделитель. Ну, скорее всего, я так, по-моему, смотрел, там не очень много масла ушло. Масло все равно остается в выпускном тракте. И еще какой минус. Помните, горловину я забивал, она хорошо отъездила 1010. В принципе, а вот навесил вот эту лабуду, и сейчас снова горловина болтается. Ну, я, наверное, буду снимать. Горловину повторно сделаем, так как я делал, видео посмотрите. И уже не буду навешивать вот этот вес. Ну, вот, друзья, скрутили баночку. Вот на герметик я его закручивал, потому что немножко протекало. Масло подъедает пластик, и он начинает течь. В общем, вот здесь мой палец. Вот это такой уровень. Эта баночка, по-моему, на 100 грамм. Да, это 100-граммовая баночка. Ну, здесь 50 грамм масла. Ну, и это за пробег где-то 4-5 тысяч километров. Здесь бы хотел немножко подправить себя, уточнить детали. Я посмотрел журнал, ну, я записываю, что и когда делаю в ремонте автомобиля. В общем, я посмотрел, сепаратор масла, этот дополнительный, проехал 4000 километров в общем. То есть до переделки он проехал 2000 километров, и после переделки еще 2000 километров. То есть на 2000 первых при неправильной установке губок он набрал там, ну, грамм 10, наверное, масла, да, а может и меньше. А когда сделал перенаполнение сепаратора, он уже за те самые 2000, он уже набрал там грамм 40, да, ну, в общем, там получилось уже грамм 50. То есть у меня получается где-то 160-180 грамм на одну замену масла, ну, то есть 8000 километров. Ну и забегая наперед, я остаюсь при своем мнении, что не очень-то и нужен этот сепаратор масла. Может больше немножко. То есть, ну, я не вижу смысла ради такого количества масла ставить вот этот маслоотделитель. Если бы он отделял больше, действительно, не так уж, я думаю, это и много, если уйдет эти 100 мл в впуск и сгорят там. Сейчас у меня, в принципе, иногда, ну, в впуске есть масляная пленка, иногда на холодную, да, там первый выезд, вот ты просто заводишь автомобиль, он не дымит, ничего, и ты уже выезжаешь на дорогу, да, из каких-то там пешеходных зон, грубо говоря, немножко на гашетку надавил, там, ну, немножко, да, серым дымом выгнал. Как знаете, если сальники клапанов не держат, у вас машина при запуске автомобиля такой клуб дыма. А тут именно, если на холостых машинах работает, все нормально, выезжаешь спокойно, уже выехал на дорогу, немножко на газ надавил, так пух, есть дымок. Вот это, скорее всего, выгорает где-то вот это масло, которое якобы должен был собрать маслоотделитель. Хотя, опять же, я же говорю, он полностью не справлялся со своей задачей, потому что в впуске все равно масло было, он частично убирал масло, поэтому я не вижу смысла вообще его устанавливать. Ну, это лично мое мнение. Каждый сам уже для себя будет решать, потом и решайте. Смотрите видео, подписывайтесь на канал, друзья. Всем пока. Хоть похоже на масло или нет? Ну да, масло. Масло. Чистое. В чистом виде масло. Видите, прозрачные, чистые.